Томагавк — слово, которое уже 4 десятилетия то исчезает в тени, то снова вспыхивает в сводках. И неизменно означает точность, дальность, тихую работу с громкими последствиями. В наши дни интерес к этой крылатой ракете вырос снова. От ударов по инфраструктуре повстанцев на Ближнем Востоке до крупных закупок союзников США в Азии и поставок в Украину, что вернуло Томагавк на первые полосы. Где и как он проявил себя? И есть ли у российской ПВО шанс уверенно закрыть небо от такого противника? Томагавк — дозвуковая ракета дальнего радиуса, заточенная под полет в рельефе. Она идет низко, прячась в радиотени холмов и зданий, разрезая пространство точками поворотов, заранее просчитанными электроникой. Запускается с надводных кораблей и субмарин. Это дает политическое и военное преимущество. Носитель может держаться в безопасных районах моря, бить далеко вглубь чужой территории. Современные версии получили устойчивую навигацию, защищенную связь для обновления заданий в полете и способность поражать движущиеся морские цели. В сухом остатке это гибкость. Та самая, которая превращает ракету для стационарных объектов в инструмент давления сразу на нескольких театрах. Почему именно сейчас они заговорили громко? Во-первых, серия ударов по объектам хуситов в Йемене. Там, где необходимо обезглавить систему угрозы, склад, узел связи, радар, позицию ПВО, крылатая ракета работает как скальпель, выборочно и внезапно, без ввода наземных сил и длительной эскалации. Во-вторых, азиатский фактор. Союзники США ускоренно наращивают длинную руку флотов, чтобы уравновесить риски в Восточно-Китайском море и вокруг Тайваня. Наконец, сами ВМС США переводят систему в новую эпоху, модернизируют парк ракет до версии Блок 5, разворачивают морскую модификацию и закупают комплектующие под сотни изделий. Старая ракета получает новое содержание и новый набор сценариев. Боевой послужной список Томагавка сформировался не вчера. Он начинается еще в 90-е годы, но именно в последние годы получил свежие штрихи и напоминания о главном достоинстве – надежность при грамотной разведке и планировании. Достаточно вспомнить удар по авиабазе Шайрат в Сирии в 2017-м. Масштабный, но короткий залп с моря вырезал узел инфраструктуры, ангары, топливное хозяйство, элементы ПВО и радиолокационные средства. Смысл был и политическим, и военным одновременно, карающий точечные удары без затяжной кампании. В 2018 году коалиция США, Великобритания и Франция вновь ударила по сирийским объектам, и тогда вокруг цифр перехватов разгорелись споры. Но даже на фоне этих заявлений независимые снимки фиксировали значительный ущерб целям. Вывод просто актуален. Одиночные и малые залпы перехватывать легче, масштабные многовекторные сложнее. А низкий профиль полета сокращает время на реакцию и вынуждает ПВО подводить радары ближе. Йеменская кампания 2024-2025 годов стала еще одним подтверждением роли томагавка, как скальпеля, когда задача – быстро снизить интенсивность угрозы для судоходства, не втягиваясь в наземную операцию. Крылатая ракета закрывает критические цели минимальным количеством вылетов. Это не утюжка площади, это хирургия. Точка, еще точка, и вся система проседает. Но томагавк сегодня – это не только удары по неподвижным целям. Эволюция до Блок 5 добавила гибкости. Улучшенная навигация и связь позволяют переигрывать маршруты в полете. Морская версия получила глаза и зубы для охоты на корабли. Для обороны это означает смену парадигмы. Цель может оказаться не там и не такой, как ее ждали при планировании перехвата. Появляется динамика траектории, а это значит, обороне приходится держать больше радаров, плотнее связывать их в единую сеть и работать на более коротких временных шкалах. Отсюда вопрос, сможет ли российское ПВО справиться с томагавками? Формально да. Ее эшелоны и создавались для таких задач. Система строится слоями. Дальние комплексы, средние и ближние, истребительная авиация, радиоэлектронная борьба. На бумаге каждый из элементов умеет работать по низколетящим крылатым целям, но на практике вступают в игру геометрия и математика. Геометрия маршрута означает, что ракета прячется в рельефе. Чтобы увидеть ее раньше, нужно плотно закрывать пространство низковысотными радарами, сокращать мертвые зоны, разворачивать больше постов, держать боевое дежурство не по тревоге, а постоянно. 1-2 дивизиона – не магический зонтик. А теперь математика насыщения. Оборона, какой бы современной она бы ни была, имеет конечное количество каналов сопровождения и перехвата, ограниченный боекомплект и человеческое время реакции. Если к крылатым ракетам добавить баллистику, беспилотники, приманки и ложные цели, система перегружается. Это не слабость конкретной страны, это общий закон насыщения войны в воздухе. Чем больше направлений и типов угроз одновременно, тем ниже результативность каждого отдельного эшелона ПВО. Опыт последних лет вокруг Украины стал для мира грубой, но наглядной статистикой.
Когда атаки редки, а боекомплект у обороны достатки, современные системы демонстрируют очень высокие показатели по крылатым целям и БПЛА. Но когда небо забивают сразу несколькими типами носителей, а темп ударов растет, эффективность неизбежно проседает. Из этого не следует, что крылатые ракеты невозможно перехватить. Их сбивают и регулярно. Следует другое. Для надежного результата обороне нужна плотность радаров, автоматизация распознавания, достаток перехватчиков, а главное предсказуемый темп работы. В реальности противник делает все, чтобы лишить оборону именно предсказуемости. Вернемся к российской ПВО. Она способна закрывать важные объекты, особенно если заранее известно о риске удара. Потянут ближний эшелон, панцири или торы, развернут дополнительные посты, отработают связность. В таких условиях часть томагавков, безусловно, будет перехвачена. Но ожидать 0 из нуля не стоит. Крылатая ракета выигрывает за счет скрытности профиля, разнообразия маршрутов и возможность прилететь с моря или из-за горизонта. Любой зонтик имеет край, а у атакующего свобода выбора направления. И еще одно. Современные модификации, получающие обновление задания в полете, ломают логику засадных ловушек, которые рассчитывают на фиксированные коридоры. Где томагавк особенно силен? Там, где важно нанести точечный удар из-за пределов зоны риска, не разворачивая большую кампанию. Его сильные стороны – дальность, профиль у земли, гибкость планирования маршрутов и многолетний боевой опыт. А где уязвим? Он, во-первых, дозвуковой. Раннее обнаружение дает ПВО окно для перехвата. Он зависит от устойчивости навигации и связи. Здесь всегда идет гонка средств и противодействия. Это дорогая пуля. По второстепенным целям ее применять нерентабельно. Поэтому томагавки почти всегда работают по головам системы. Складам, узлам связи, радарным полям, командным пунктам. Что меняет его возможное появление в новом театре против крупной ПВО? Прежде всего, архитектуру дежурства. Придется растягивать радиолокационные поля, прикрывать не только границу, но и глубину, держать ближние комплексы у каждого действительно важного объекта. Это дорого и организационно тяжело. Короткое одеяло начинает работать. Прикрыл один город, оголил другой. Море добавляет головной боли. Направление пуска становится неожиданнее, маршруты короче и хитрее, окна обнаружения хуже, особенно если носители рассредоточены и работают волнами с разных азимутов. Наконец, эволюция как стратегический фактор. Развертывание версий с морской охоты – это не сигнал, что ставка делается на многоцелевой сценарий. Удар по береговым объектам сегодня, по кораблям завтра. Для противника это означает рост стоимости любой наступательной операции. Придется одновременно закрывать и берег, и флот, и коммуникации. А союзники, получающие томагавки на свои корабли и подлодки, из просто региональных игроков превращаются в держателей дальнобойного ключа к чужой инфраструктуре. И это меняет политический язык в регионе не хуже, чем новые базы или договоры. Скептики напомнят, в Сирии их же сбивали пачками. Действительно, звучат громкие цифры, но по итогу на фотографиях и в отчетах остаются разрушенные ангары, склады и узлы связи. Истина, как всегда, в контексте. Небольшой, ожидаемый удар по прикрытому району, шансы обороны высоки. Массированные, развернутые в нескольких плоскостях, шансы резко падают. Ни чудо ракеты, ни чудо ПВО не существует. Есть математика каналов, время реакции, логистика боезапаса и качество разведданных. И все же именно томагавк остается символом эпохи дальнего точного удара. Потому что он про соединение трех вещей – дальности, предсказуемости результата и политической управляемости эскалации. Его можно пустить один раз как сигнал, можно волной, как хирургический инструмент, можно в составе комбинированного удара, чтобы забить каналы обороны и открыть дверь для других средств. Он не решает все и сразу, он задает тон, заставляет противника думать о радарах, связанности, распределении огня и цене каждого снаряда в небе. Куда все идет дальше? Производители наращивают выпуск модернизированных блоков, флот интеграцию связи и навигации, союзники – подготовку носителей персонала. Оборона тоже не стоит на месте, становится плотнее сети РЛС, умнее алгоритмы классификации низколетящих целей, быстрее обмен данными между эшелонами, шире зона ответственности ближних комплексов над критической инфраструктурой. Но главный закон современного воздушного боя остается прежним. Внезапность направления, сложный профиль полета и синхронизация пусков ломают любую идеальную схему перехвата. Это не магия томагавка, это физика и организация. В итоге томагавк в 21 веке – это не фетиш и не серебряная пуля, а инструмент, который заставляет весь театр военных действий жить в новой арифметике маршрутов, секунд и каналов.